Всем привет, с вами та самая Чопа. Возможно, вы меня не знаете, но для вас я буду той самой. И сегодня мы поедем в Антверпен на поезде. Вот что я решила для вас снять. Я только что искупалась, приняла душ, оделась. И сейчас буду приводить себя в порядок, буду сушить волосы и, наверное, краситься. Я накрасилась и волосы высушила. Сейчас доедаю банан на завтрак. И мы поедем. By the way, my look. Ayran. Good morning, sunshine. Если честно, с утра настроение не очень. Немного все бесит. Немного. Но мы куда-то сегодня наконец-то поедем. И это придает, как сказать, даже не уверенности, а предвкушение. Хотите, рыбок покажу? Такие рыбки. Парочку там плавает. Вот вторая. Там на самом деле очень много рыбок, но они все прячутся. О май гад. Вроде меня слышно. И от моего микрофона вот эта черная штучка, которая защищает от ветра, куда-то пропала. Она, кажется, мне упала. И кот ее съел. Ну, по крайней мере, стырил. Я сейчас жду, точнее, мы ждем, когда я допью айран, и потом мы выйдем. What is that? I thought it's one of Yasmin's video. No. Видимо, сегодня не у меня одной херовое настроение с утра. И мне кажется, что оно у меня испортилось, потому что у моего мужа было херовое настроение с утра. Я это почувствовала, и у меня тоже настроение испортилось. Потому что я очень чувствительная. И просто по вот этому, типа, отношению я уже чувствую, что, типа, что мне это не нравится, что мне тоже все начинает бесить, что я такая на эту волну подстраиваюсь и такая, типа, да, меня тоже все бесит. Особенно ты. Может, наше настроение поменяется чуть позже, когда мы выйдем. Вообще, я хотела поговорить о том, что когда я я думаю, это не только про меня, но и про многих людей, которые не уверены в себе. И вот когда я снимаю видео, когда в этом месте, где я живу, в этой квартире есть кто-то еще, я в себе немного не уверена, я чувствую себя немного неловко. Из-за этого видео получается тоже не очень. Ну, моего мужа я меньше стесняюсь, конечно, и он не понимает то, что я говорю, но у нас есть соседка. Она понимает русский. И когда она
в той же квартире, что и я, как бы я ее тоже не так сильно стесняюсь, но все равно мне неловко снимать видео. Из-за этого, из-за того, что мне неловко, из-за того, что я такая, типа, метаюсь, я не чувствую себя раскованно, не чувствую себя уверенно, видео тоже становится таким, типа, вот я опять забылась. Ну, тоже неуверенное видео, там прям видно. Я постоянно сбиваюсь со слов, сбиваюсь с предложений, я забываю, что я хотела сказать. И, ну, это чувствуется, мне кажется. Хотя я пыталась вот в последнем своем видео быть более такой раскованной, все рассказывать, там, смеяться. Но все равно видно, что у меня не то, что я никогда речь не готовлю, но просто вот нет этого ощущения уверенности. И сегодня я решила вот так, как с этим микрофоном меня слышно, надеюсь, меня слышно. Я решила снять влог, и я решила попытаться, как тренировка такая, попытаться снять видео, несмотря на то, что меня окружают люди. То есть я уже снимала влог, но я там такая, типа, милая. В этот раз я постараюсь быть более уверенной, что-то рассказывать. И, ну, что я просто, вот мне не нравится вот этот момент, то, что какие-то люди мешают мне снимать мое видео просто тем, что они стоят рядом, просто своим присутствием. Я хочу это побороть. Я понимаю, что это моя проблема, мне нужно реально ее побороть, и мне нужно перестать обращать внимание просто даже вот на энергетику человека. Что так будет лучше для меня. Вот я из-за вот этого своего момента я очень часто много чего не делала. То есть даже когда начинала, я бросала, потому что меня всегда сбивала чужая энергетика, то есть чужое присутствие. То есть оно меня отвлекало. И оно вот так типа меня с пути, ну вот реально сбивало. Я такая, ну ладно, сейчас я тебе внимание уделю, а потом уже своим делам. Но так не получается, потому что люди все равно себя постоянно окружают. И я поняла, что нужно заниматься своим любимым делом, несмотря ни на что, даже если тебя люди окружают. Когда у меня был период, когда я жила одна, и там, ну, я начала жить одна. И, ну, это недолгий период был, и первое время мне было, типа, так грустно, так немного депрессивно. То есть я такая тоже ничего не хотела делать, но когда ты вот это побариваешь в этот момент, то есть когда ты это переболеешь, то потом ты становишься, ты понимаешь, что у тебя очень много времени, ты его сейчас никому не уделяешь, ты уделяешь его только себе, и у тебя реально много времени на то, чтобы чем-то заняться. И тогда, вот как раз тогда я начала делать YouTube на английском языке, но потом меня опять отвлекли люди, потому что там приехали сестры, они у меня оставались туда, мы разные дела решали, и, собственно, я опять, как сказать, забила болт на свой англоязычный YouTube, и я даже не знаю, когда я его начну делать обратно, когда начну там видео снимать. Но пока я здесь, я тоже многое время дома провожу одна, и я решила, что вот я тоже буду снимать YouTube-видео, но вот из-за новогодних праздников так получилось, что именно когда я начала снимать YouTube-видео, люди начали меня чаще окружать, они начали там чаще дома оставаться, ну, типа, и я такая, блин, это как-то некомфортно, мне некомфортно снимать видео, я не могу там, мне не хватает личного пространства. Но я такая, вот, я реально для себя вот сегодня решила, на самом деле, вчера я об этом думала перед сном, но я решила, что вообще пофиг. Вот я буду свое продавливать, как люди меня продавливают, там, своей энергетикой, да, своими какими-то амбициями, своими делами. Я тоже буду своей энергетикой и своими, как сказать, своими желаниями продавливать, то есть будет так, как я хочу. И мне будет плевать на их настроение. Ну реально, что делать? Приходится по-другому никак, по-другому тебя просто задавит там. Я не...
Кстати, я хотела об этом поговорить, но это в каком-нибудь другом видео поговорю насчет замужества, как это влияет на меня, и мне кажется, как это влияет на многих женщин, и почему они начинают на себя забивать хер. Потому что я тоже это почувствовала, я это тоже прекрасно понимаю. И это не зависит от того, что там мужчина хороший, плохой, нет. Просто из-за того, что мужчина есть, он живет в том же месте, что и ты просто начинаешь на себя забивать хер и все внимание уделять ему, что тоже, я считаю, как... Ну, сейчас я поняла, это не очень правильно. То есть человек может сам за собой поухаживать, он без тебя не умрет, но и, соответственно, ты тоже должна сама себе уделять внимание. Это вот вообще, это прям... Я даже некоторые тиктоки смотрела, и на самом деле я боюсь такого исхода, как в этих видео рассказывают девушки. Поэтому я хочу об этом поговорить и прям такое огромное видео об этом сделать. Вот, пока что так. Своими разговорами я сейчас отвлекаюсь, и мы теряем время на поездку. Но пусть подождет. Сейчас выехали на станцию. Опять забыла это слово. Почему оно? Я не могу его вспомнить. Поезд. Поезд, вот. На поездную станцию. Whatever. И мы сейчас туда поедем, и мы в Антверпен поедем на поезде. Вот такая тема. Только мы сейчас туда приедем, припаркуемся, выйдем, сядем на поезд. Кстати, это будет моя первая поездка на поезде, потому что я никогда раньше не ездила на поезде. То есть я ездила в метро, в троллейбусе, на самолете летала, но на поезде не ездила. Даже учитывая то, что он есть в моем городе. Вот, но здесь просто прикольно, здесь где-то за час можно до другого города доехать на поезде, да, за час. Вот, что мы и собираемся делать. Я хочу, чтобы мой муж показал мне, как ездить в Антверпен, потому что в будущем я хотела бы туда ездить сама. Вот такие вот дела. Я попросила ChatGPT поделиться со мной фактами об этом вокзале. И он сказал мне, что этот вокзал в Лёвене является одним из самых загруженных в Бельгии и обслуживает около 30 тысяч пассажиров. Из него легко добраться почти до всех городов Бельгии и не только Бельгии. Этот вокзал был построен в 1837 году, но с тех пор был уже несколько раз реконструирован. И сейчас он выглядит так. Тут мы берем билеты до Антверпена, и на двоих они вышли 35 евро туда и обратно. Мы по дороге взяли сосиску в тесте, которая оказалась вегетарианской, потому не очень вкусной. Но все равно я доела, так как завтрак в виде банана и айрана для меня слишком маленький. Здесь меня слышно. Сели в этот... Как его называется? Я опять забыла это на русском языке. В поезд. Да, вот поезд. Я это забываю. Почему? Потому что я никогда здесь не была. Это мой первый раз сидение. И такой вот вид из окна.
Я думаю, будет красиво, еще вид из окна поснимаю. Am I not interrupting you? Sleep, sleep. Мой муж только что будет спать. Он сказал, что у него не было... Когда я начала его донимать насчет того, что у него нет настроения, он сказал, что проблема не в этом, а проблема в том, что он не выспался. Сейчас он собирается спать. Вот. Я, как и обещала, как самый смелый человек, я тут сижу, снимаю видео, разговариваю в этот маленький микрофон. Когда мы здесь сидим совсем не одни. Тут еще одна женщина сидит, и я такая, она все равно меня не понимает. И я такая, все снимаю. Но тут прикольно. Мне нравится. Тут я решила доесть свою вегетарианскую сосиску с видом на рельсы. На самом деле вид довольно скучный и не очень живописный. Кроме некоторых очень редких моментов, типа большой реки или красивых домиков, больше в основном ты смотришь просто на рельсы. Еще деревья. Но из-за того, что в мире зима, а в Бельгии осень, даже на эти деревья смотреть очень скучно. Я пока не забыла. Я расскажу, почему я вообще хотела узнать, как ездить на поезде в Антверпен. Так вот, я хотела ездить в Антверпен 2 раза в неделю, потому что моя знакомая там будет преподавать танцы на русском языке. Я такая, будет прикольно, я буду сюда ездить, всего лишь 45 минут, я же могу это уделить в неделю. Но посмотрев тут цены на этот поезд, тут у нас 2 билета вышло на 35 евро где-то. И это получается 1 билет туда. Это около 17 евро. И обратно. Ой. Не туда поплыл телефон. Вот. И обратно получается 17. Все вместе это 35. И даже если я буду ездить на эти танцы всего лишь 2 раза в неделю, то это все равно будет уходить у меня 70 евро. А чтобы вы понимали, сами эти танцы в месяц стоят 80 евро. И я такая сравнила, я подумала, ладно, сегодня мы съездим, посмотрим, что да как, просто как бы для себя. Но я не думаю, что я смогу туда ездить 2 раза в неделю. Потому что кроме этого, я еще нашла танцы поблизости, рядом с моим домом, 2 километра расстояния. То есть туда можно дойти пешком, либо на велосипеде. И, в принципе, ты не тратишь еще 70 евро в неделю. То есть это, учитывая еще то, что я пока не зарабатываю, это довольно большой расход для меня. И я решила, наверное, что я не буду к ней ходить. Такие вот вам немного цены рассказываю здесь. Тут я снимала промежуточную станцию, потому что она мне показалась очень красивой и даже чем-то напомнила какие-то токийские сериалы и аниме. Ездить в поезде очень усыпляющая процедура, потому что он так быстро едет, и ты просто под давлением и под этим звуком рельсов такая вырубаешься. Я понимаю, почему мой
мой муж вырубился. Кстати, насчет цен я, оказывается, ошиблась. Потому что когда ты берешь один билет, это на двоих выходит 35 евро туда и обратно. Что мне позже объяснил мой муж. Но если брать сразу там около 10 поездок, то, соответственно, будет скидка. И одна поездка будет стоить 5 евро. Мы, наконец, приехали в центральный вокзал Антверпена, и я просто офигела от его красоты. Из фактов, его строили 10 лет, с 1895 до 905. Архитектора звали Луи де ла Сенсери, если вам это о чем-то говорит. У здания большой купол высотой 75 метров, за что его называют железнодорожным собором. Сейчас он больше похож на современный, но если посмотреть на здание со стороны, и у входа он очень похож на какой-то дворец. Из-за того, что в его интерьере присутствуют античные колонны, балюстрады и позолоченные гербы. С 1998 по 2009 год была проведена большая реставрация, благодаря которой были добавлены 2 подземных уровня с платформами. В 2009 году этот вокзал занял 4-е место в рейтинге самых красивых вокзалов мира. Внутри вокзала есть целый этаж с кафе и магазинами. По сути, он является самой главной достопримечательностью Антверпена и сочетает в себе современные и исторические архитектурные технологии. Ну, что, в принципе, видно по его виду. И если посмотреть на него снаружи, то это просто что-то с чем-то. Тут мы вышли на улицу, и я еще больше офигела от этого здания. Когда мы стояли так близко, я полностью его заснять не смогла, но к концу блога, когда мы стояли подальше, я смогла его заснять полностью. Короче, мы приехали в Антверпен. Тут очень красивая станция метро. Нет, это не метро. Опять забыла это слово. Как оно называется? Поезд. Короче, станция поезда очень красивая. Я прям офигела от красоты. Там такое здание. Снаружи тоже очень такая красивая архитектура, но я не смогла ее полностью в свой телефон заснять. Вот сколько засняла, столько засняла. Здесь в Антверпене пока что пасмурная погода и немного идет дождик, поэтому мы забежали в магазин, чтобы от него спрятаться и заодно купить какие-нибудь напитки. Вот. Также в Антверпене очень ветреная погода. Мне кажется, я раньше никогда не встречала такого сильного ветра. И такой сильный ветер здесь в основном из-за близости к Северному морю. Здесь мы вошли в один из многих магазинчиков Чайнатауна. Тут очень много разного, но как взрослые люди мы сразу зашли в секцию посуды. Короче, я думала, я здесь в Европе вообще не найду каскан, но мы зашли в этот китайский магазин. Мы зашли в Чайнатаун, китайский магазин. И здесь есть, обычные как бы бамбуковые вот эти для того, чтобы готовить пельмени. Но есть еще и железные, к которым я привыкла. Вот, возможно, мы их возьмем по дороге назад, чтобы я могла приготовить манты. Мы зашли в любимый мужчинами магазин настолок, теннисный магазин. Теннисных столов, мячей, палок. Тут есть разные вот такие теннисы. И помимо теннисов там еще есть настольный футбол. Короче, это магазин чисто для мужчин. Вот. Я не знаю, о чем я думала, когда назвала это теннисным магазином, но моему мужу он очень понравился, и мы еще надолго там застряли. Мы зашли кушать в китайский ресторан. Сейчас покажу. Короче, у меня микрофон сломался, поэтому я снимаю вот так вот, как на первом влоге.
И надеюсь, меня хорошо слышно. Но мне кажется, так тоже лучше. Потому что я не плююсь в микрофон. И я хочу заказать beef noodles soup. What do you wanna eat? Crispy cauliflower. Crispy cauliflower in a tangy spice. I would not risk to take something special. I mean, me, I would not do that. I just want to eat what I know because but you can try. Yeah, I'll put it. Then the duck serve with fragrant rice. I'm gonna have this. Муж будет пить пиво. Японское пиво Асаки. И он me to pour it. И looks pretty yellow. You gonna drink? I don't drink. No? Tastes like Chinese. You're being too enthusiastic. Yeah, I'm just drinking tea. I'm not eating. It actually feels like tea that we had at home, like a green tea. My portion is bigger because it's soup. That's cool. Мы нажрались. Вы когда-нибудь хотели попасть в раменный рай, то он здесь. Creamy carbonara spicy flour. It's crazy. На самом деле мы слишком много не гуляли. Ну как, мы много гуляли, но мы скорее ходили по магазинам, и я не все сняла. И вот этот мужчина с пакетом желтым, это мой муж, он так носит сумку. Как я обещала, показываю здание вокзала чуть подальше, чтобы вы увидели, какое оно красивое. Плюс рядом со зданием вокзала есть вот такое вот колесо обозрения. It's like entering
сели на обратный поезд. Вот. Видно, нет, не видно. Ну, короче, едем домой. И заодно по дороге мы там накупили всякого. Я сделаю такой типа анпакинг, когда мы приедем домой, и покажу, что мы купили. Наконец-то мы пришли домой. И под конец я хотела показать свои покупки, наши покупки с моим мужем. И как замужняя пара мы пошли, закупились в супермаркете, но который называется Sunway в китайском супермаркете. И как oh my god, making one last video with unpacking. Unpacking this what you bought, showing what we bought. Okay. Cheers. Как это покупки за 25 уже начинается у нас. И это касканы. Я не знаю, как это. На русском это мантышница получается. Вообще вот так красивенько выглядит. Тут вот такая еще есть формочка. Ну это крышка, собственно. И такая кастрюля. То есть по сути тут всего, как сказать, 2 слоя, которые можно готовить. Да? Ну ладно. Я нашла мантышницу. Что еще? Я как кыргызка нашла курут. Сейчас все мои родные друзья, которые тоже за границей, обзавидуются. Но я нашла его в магазине, который называется Афган. Серьезно? Ну, это на самом деле очень старый курут. Ну, если попробовать, то можно почувствовать, какой он старый. Но и дорого стоит. Он стоит 25 евро, вот этот пакет. Вот, у нас, конечно, это все стоило бы дешево. Мы взяли вот рамен, собственно. Это взял мой муж. Креми карбонара, какая-то карбонара китайская. Я взяла еще такой шинрамен с курицей. А он еще взял какие-то спагетти. Чапагетти, тоже по-китайски. What is this actually? It's so sweet. It's just a souvenir? Souvenir. Это жаба-рыба. Такая маленькая. На самом деле она ни в чем не применяется, это просто сувенирчик вот такой. Мой муж любит сувениры, особенно такие маленькие. Вот. Мы его решили взять. И вот это. Я не знаю, для чего это. Мы не знаем, для чего это, но моему мужу понравилось. И он его купил. BTS! Это у нас V на бутылке. Если видно, не видно. Там еще был Намджун. Еще был... Кто еще там был?
А, Сок Джин там был. Понятно, почему я его выбрала, из-за его популярного танца, где он очень классно танцует. So. Кто-то еще вот. So. Yes. Heavy. Crude is really heavy. It's like 5 kilo of crudes. Is it 5 kilo? It's like 1 kilo. No, look that. Okay, get scared. Yeah, get the scale. Сейчас будем взвешивать, сколько это весит. Scale there, любимый. Кружина. В магазине, который называется Then we have to Афган. come here with the camera. Yeah. I just want to put it somewhere. Вот столько весит пакетик. Твердый, старый, но ничего не поделаешь. Все равно вкусный, да? Ah, you didn't try it. You rather don't try it. You're not gonna like it. It's very dry, you know. На сегодня мой влог закончен. Я пойду смывать макияж, готовиться ко сну и, собственно, спать. Еще раз покажу вам рыбок. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вы поставите лайк, прокомментируете. Увидимся в следующем видео. Пока.